Эта странная плоская территория появилась здесь еще задолго до меня, и моя роль – сделать из нее нечто совершенно новое. Самая большая ферма аметиста в мире, дизайн при помощи шума, блендера и математических функций, все это в одном видео. Но начать следует с 22 декабря 2022 года. После относительно заслуженного бана на Пепеленде, я еще какое-то время играл в фейк-аккаунты и поднимал сервер с колен, но желание чего-то большего все нарастало. И тут я открыл для себя прекрасный огромный мир техно-серверов. А, да, тех самых, где люди тратят кучу времени, чтобы построить что-то, что потом сэкономит им кучу времени. И мой выбор пал на WaveTech. Но если быть честным, меня только туда приняли. Ну еще там кубикметр играет. После того, как я доказал свою необычайную полезность постройки огромной стены практически в соло и получил заслуженную роль полноценного члена сервера, мне пришлось искать себе новое занятие. И я его нашел. Эта подозрительная территория – идеальное место для самой большой фермы аметиста в истории. 24 жилы, более 2000 осколков в час и многие часы работы над проектом, который стянулся на 7 месяцев. Начнем с основ. Чтобы построить хорошую ферму, надо выкопать хорошую дырку. А как мы знаем, в этой игре есть огромное количество способов копать яму. Первый – это очевидно копать. Не делайте так, пожалуйста. Второй – использовать динамит. Пожиратели миров, например, нам не подходят, ведь мы не хотим сломать блоки, ради которых все и начали. Остается один вариант – гуси. Нет, не эти. Самый неэффективный, неудобный и медленный способ из возможных, который занял более 2 недель. Но в итоге все, что у нас осталось, это маленькая яма и куча коробок. Но что же делать с этой уродливой территорией вокруг? И здесь самое место нашим старым добрым друзьям. Четыре раза, 4 отдельных участка, неделя работы и огромное количество сил. А, да, еще мне было лень сносить рейнджеры, поэтому я использовал невероятную орбитальную пушку кубика. Так, душ подержали, траву потрогали, можно назад к работе возвращаться. Ладно, допустим, место мы нашли, яму выкопали, а дальше-то что? А вот оказывается, есть такой прекрасный мод, без него подобный проект был бы вообще маловероятен. Называется он Geodesy. С его помощью можно легко и просто проектировать ферму аметиста на летающих машинках. Хоть это и просто, но мне нужно было повторить это 24 раза, а это не совсем быстро. Но я справился. Когда все было готово, встал вопрос, а как все это подключать? Сначала я решил сделать это при помощи подмосток, единственный адекватный способ передавать сигнал вверх. Задизайнив ферму и подготовив все, я забил. Я был слишком уставшим и пошел играть в другие игры. Да. Прошел месяц безудержного веселья, и я вспомнил. Может, стоит уже вернуться и закончить этот бесконечный проект? Для продолжения мне нужно было придумать оформление. Начал я, очевидно, с периметра и стен. Пол решил сделать наподобие тумана, накрыл все стеклом, используя гениальный способ шэдоу предметами для удобной установки блоков. Но все еще оставалась проблема. Это был слишком важный для меня проект, чтобы забивать на оформление. И тут я совершенно случайно наткнулся на одну крайне интересную функцию World Edit. Открыла для себя невероятную мощь, которую представляет из себя команда Gen. Аккуратно адаптировав команды человека с ником Mholz из Твиттера, я смог буквально в несколько попыток достичь невероятного результата, раскрасив и улучшив который я смог сделать стену. Произведение Майнкрафт искусства, которое смотрится хорошо как с шейдерами, так и без них. Но тут встал главный вопрос. Строить стену в версии 1.18, используя шэдоу предметы, чтобы не пополнять ресурсы и сэкономить кучу времени, но при этом поставить же посвет уже после. Либо дождаться обновления сервера до 1.19 и уже после этого построить все и сразу. Мой выбор пал очевидно на первый вариант. С удобством пришла и проблема. Мне нужно было более 350 тысяч блоков же посвета для автоматической постройки стены. И именно в этот момент я случайно сделал одно свое старое видео абсолютно бесполезным. Я совершенно случайно построил ферму, приносящую около 200 тысяч же посвета в час. Это, кстати, мировой рекорд. После чего эта проблема была навсегда решена. Так, а что насчет самой фермы? Ее размер отпугивал всех. Я предлагал деньги за ее оформление, люди отказывались. Я сделал ее беспроводной для удобства оформления, люди отказывались. Я понял, что беспроводная ненадежно, и вернул все назад, все также отказывались. Я уже начинал терять надежду, как внезапно появляется Стюарт. Приходит он и говорит: да сделаем огромный кристалл, я вот уже кусочки сделал, надо покрутить все, на места поставить. А тут и я подключился и вспомнил. Ведь существует такая гениальная вещь, как Blender, программа для 3D моделирования.
А для нее существует еще более крутая штука, позволяющая переносить 3D-модели в Майнкрафт. А дальше, я думаю, все и так понятно. Взяв 3D-модель, сделанного Стюартом кристалла, я начал вертеть и вставлять ее в программу, пытаясь закрыть все фермы и сделать самую подходящую форму. И у меня что-то получилось. Это полностью белый, но красивый по форме кристалл. Практически идеальное оформление. И тут все поняли, раскрашивать это, мягко говоря, будет больно. Мы попробовали сделать это один раз, но получилось, не сказал бы, что очень хорошо. И тут на сцену выходит еще один спаситель, Эстак, настоящий профессионал World Edit, буквально через несколько часов присылает мне идеальный разукрашенный сложными командами кристалл. Но он заверил меня, что сам не знает, как это получилось, поэтому я не могу рассказать. И в этот момент я понял, все наконец-то готово. Проект находится на финишной прямой после стольких месяцев. Но я ведь не говорил, что почти все это было в креативе и нужно было перенести все в выживание. Этим я и занялся. И вот, осознав, что самое сложное уже позади, я, наполненный рвением поскорее все это закончить, принялся за дело. Начали мы со стены. За компанию с игроком Игорь мы построили стену из 300 тысяч блоков всего за пару дней, благодаря Shadow предметам и нескольким часам, проведенным в игре в тот день. После ее постройки процесс ожидаемо остановился. Я не мог продолжать работу без версии 1.19.4, а до нее было еще очень далеко. И тут внезапно находит Shulker Suppressor, и обновление сервера из мнимого превращается в вполне реальное и крайне скорое событие. В ожидании этого великого дня я начал строить сами фермы. Это были 24 фермы, объединенные в одну. Дождавшись обновления вернувших, я закончил ферму жабосветов, заселив в нее лягушек. Запустил ее и, получив нужное количество, начал с установки стены при помощи автоматической машинки. Заняло это примерно 3 дня и всего 3 поломки механизма, но финальный вид уже начал вырисовываться. И вот, оставалось лишь одно, самое важное дело. Это было оформление фермы. Структура в 245 тысяч блоков, которая даже в теории бы заняла недели на постройку, была следующим шагом. Но в этот момент я понял, тянуть этот проект практически в соло я больше не могу. И я решил собрать ивент. 13 человек, некие которых видите на экране, пришли и начали строительство. 4 часа и 17 минут. Судя по всему, абсолютный рекорд по постройке столь большой структуры выживания. И вот, спустя 7 месяцев, в сумме более 2 миллионов установленных блоков, у огромного количества боли и страданий, этот проект наконец закончен. Все 24 части фермы идеально работают, и за некоторое время принесли несколько двойных сундуков шелкеров аметиста. Я не знаю, хватит ли у меня сил повторить что-то отдаленно похожее в ближайшее время, или я просто буду снимать гайды по Майнкрафту, но это мы уже знаем потом. Но сейчас я надеюсь, это видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал, оставить комментарий и может даже перейти в мой Discord.